Ситуация вокруг компании Wildberries вызывает множество вопросов, которые гораздо важнее, чем выяснение будущего владельцев бизнеса. Как получилось, что посреди дня, в нескольких сотнях метров от Кремля, раздаются выстрелы? Почему полиция была непосредственным свидетельством этого инцидента, но не смогла предотвратить жертвы? И самое главное, почему министр Колокольцев сохраняет молчание в то время, когда разборки, характерные для 90-х годов, транслируются в прямом эфире на всю страну? Обсудим все это в нашем выпуске. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Приведем краткую хронику событий. Супруги Бакальчуки, Татьяна и Владислав, делят свою огромную компанию. У Владислава всего 1% акций, но он намерен претендовать на половину имущества из-за развода. Татьяна обладает большей частью активов, однако бизнес уже разделен с новыми партнерами. Владислав Бакальчук обвинил их в рейдерском захвате и получил поддержку от главы Чечни Рамзана Кадырова. Многие помнят его заявление о недопущении разрушения семьи Бакальчуков. Пока все это обсуждали в медиапространстве, безусловно, с определенной закулисной игрой. Наблюдать и комментировать происходящее можно было относительно спокойно. Однако, когда конфликт перерос в бандитские разборки у стен Кремля, молчание министра внутренних дел начинает вызывать удивление. Особенно учитывая, что инцидент не ограничился дракой, 2 человека погибли, несколько ранены. Стрельба началась после того, как спортсмены без национальности, пришедшие с Владиславом Бакальчуком, начали ломать стекла на входе в офис на глазах у полиции. Когда стеклянные стены были проломлены, толпа сильных и бородатых мужчин устремилась внутрь. Лишь на этом этапе полиция вступила в дело. Но было слишком поздно. Раздались выстрелы и появились первые жертвы. Когда сотрудники правоохранительных органов наконец начали действовать, первыми задержали безнациональных бойцов-спортсменов. Для этого потребовалось подкрепление, пока бородачей заковывали в наручники. Специалисты из компании и их соседи из других офисов снимали все происходящее на камеру и задавались вопросом: «Господин Колокольцев, где же наказание?» Сначала задержали Владислава Бакальчука. Становится известно, что ему предъявляют обвинения в убийстве, покушении на убийство и самоуправстве. После допроса миллиардера отпустили домой. Он даже записал видео для своих социальных сетей, где заявил: «Я дома, я в шоке». Адвокат подтвердил, что его клиент находится на свободе. Источники добавляют, что процессуальный статус Бакальчука пока не определен. К Татьяне Бакальчук следствие пока не имеет вопросов. Выходит, что ключевые фигуры конфликта не участвуют в уголовном процессе. Спортсменов свиты задержали и частично арестовали. Согласно текущей информации, количество арестованных по делу о нападении на офис Wildberries выросло до 30 человек. Один только Басманный суд арестовал 24 человека. Их оставят под стражей до 18 ноября. Следствие спешит восстановить утраченные позиции. Инсайдеры предполагают, что жесткие меры приняты не по указанию министра Колокольцева, а после вмешательства главы государства. Владислав Бакальчук отпущен под подписку о невыезде, его адвокаты сдали его заграничные паспорта. Суд еще не определил его процессуальный статус. Срок 72 часа с момента задержания истек, и до понедельника он будет находиться дома, сообщают в СМИ. Тяжелая артиллерия включена в работу. По версии Бакальчука, он не знал о наличии огнестрельного оружия у бойцов, которых нанял. Адвокаты Бакальчука, вероятно, уже выплатили компенсации семьям арестованных. На выходных будет решена судьба компании первыми лицами страны. Закон и порядок – это для западных стран. У нас все работает вручную. Проговорим еще раз для закрепления. Вооруженные молодчики всего в 600 метрах от Кремля. Нанятые спорщики-спортсмены сталкиваются лоб в лоб за контроль над крупнейшей торговой компанией страны. Полиция на первых порах ничего не предпринимает из-за шока, хотя должна быть готова к таким ситуациям. Ответственный министр молчит. Все решается вручную у нас в стране. Вроде ничего не упустили. В общем, очень много вопросов, на которые пока нет ответов и, скорее всего, не будет. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!